Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня в интернет выложили очередную прослушку, на этот раз главы КГБ Республики Беларусь, где конкретно ставятся задачи и обсуждается, как взрывать оппозиционеров, делать аварии, травить их ядов и их устранять. Я думаю, это надо обсудить, потому что там очень нехорошие вещи, о которых мы всегда догадывались, но когда ты это слышишь от главных силовиков страны, это беда. Знаете, что так плотно держит союз и дружба Лукашенко, Путина, Назарбаева? Это кроме того, что они 30 лет грабят свои страны, они все повязаны на убийствах своих политических оппонентов. И об этом они прекрасно знают, абсолютно в каждой стране. Всегда слышали, всегда догадывались, ходили слухи, но, естественно, никогда не проводилось расследование. И если Навальный 2 недели назад доказал, как его травили и как его убивали, и что с этим связано самое высшее руководство России, то о Белоруссии всегда слышали, как пропадают люди. Всегда знали, что они пропадают и исчезают бесследно, и эти вечные расследования. А потом где-то в Германии дают показания бывшие спецслужбисты и рассказывают, как они их убивают. То сегодня в интернет выложили прослушку, которая вообще очень сильно пугает. Потому что самые высшие эшелоны власти живут с мыслью все время, постоянно, как убивать, не нейтрализовывать уже, не садить по тюрьмам, убивать своих оппонентов. Там 24 минуты записи. Я не буду вам всю ее вставлять, потому что там много таких разговоров вокруг и около, обсуждения деталей, каких проституток нанять, какие проститутки лучше будут следить под квартирой и тому подобное. Я вам вставлю несколько кусочков основных, чтобы вы услышали. А то, что я вырежу, я вам просто перескажу своими словами, так будет быстрее и не будет занимать у вас много времени. Поехали. Вы максимально скрываетесь, в Нет, я не это ни в коем случае не обосновано проектом для продавления большевиков. Никаким там одноразовым применением газ, какие-то мысли могут возникать, такой задачи нет. И такой задачи никто не ставил, и я бы на это дело никогда не пошел. Это я вам присягну, честно скажу. Важно, чтобы не знали, что вы в комитете в рамках возможных контактов и установления. Это второй вопрос по выходам на бородача и на всю эту веб-компанию, которая там сидит и постоянно кукарекает. Ну, бородач-то может быть и следственником, постоянно какие-то бред своими но тем не менее установить место его жительства, конечно, нам было полезно. Особенно в участии, когда какие-то предложения вам были. Мы как доказали себя не усвоим от кого-то. Значит, предложение следующее. Вышел на меня человек, и вот сейчас вышел и так сказал, типа, что
Давай, как мне известно. Здесь я остановлю. Первые 5 минут они разговаривают про Германию. Значит, глава КГБ и два его тихих убийцы. Один подрывник, второй Юрий, пока не знаю. Кто это? Они обсуждают, как поехать в Германию и вычислить 3 оппозиционеров, которые там находятся. Белорусам больше эти фамилии говорят. Дудкин, Алкаев и Бородач. И там в конце разговора они подытоживают, что самое главное, ты туда тихонько поедь. Ты вроде сидел, а тебе ехать, что ты оппозиционер. Выедь. Нам нужны только адреса. Дальше свою работу будут делать же другие специалисты. Твоя задача узнать адреса. И потом этот подрывник рвет на себе тельняшку и хочет идти на амбразуру первым и убивать всех первым. И говорит, мне нужна отборная команда, которую я сам сделаю, которую я научу и которая будет преданно выполнять задачи. И вот послушайте, как он это преподносит и что ему отвечает глава КГБ в ответ. Может быть, какое-то, ну, не то что острое какое-то указание, но, может, добро бы вы дали на проведение, например, тех же самых моих элементарных занятий, только не в составе альфа с инструкторами, там и все, а вот для дела, которые должны выполнить. Это не стоит задача. Он поедет куда в Германию, он понимает, что он не нам допустим, не десятым интересно. Какие-то проекты мероприятия проводят. Он не оставит у тебя самого, и тебя это проводит. Это другой уровень. Да. А вот этого другого кто подготовит? Как сделать так, чтобы... Поэтому я говорю, что где-то обучаться делать, сильнее, так сказать, диверсионному мастерству. Может быть, не все, да? Ну, как Юра такая лучше знает, там определимся. Отдельно тут. Это отдельно вот. И когда появится дело, я рассказываю, как делать там, сотрудник. Сейчас возможно, предоставлено, если я хотел. Я понимаю, что это не раз. Есть минута материальных вещей. Но должно быть четкое представление. Еще смотреть, что функция дела достаточно очень. И президент где-то хочет поручение комитету заниматься этими делами. Так вот, непонятно, много которого нужно думать, где кого утопить, где кого приехать и понять. Как спровоцировать естественный подрыв, как спровоцировать естественный пожар, естественные вещи. Вы слышали самый главный капец этой вещи? Президент ждет этих четких мероприятий, и комитету поручено заниматься этими делами. И методы, которыми мы должны будем действовать, как кого утопить, как кого расстрелять, это понятно, это мы подставы сделаем. А как вот спровоцировать естественный подрыв, спровоцировать естественный пожар, убийство и все остальные вещи, ваша команда должна это уметь, и у вас ставятся конкретные задачи. Только убивать. Идем дальше. Так это самое, Вадим Ильич, а давайте мы... Который заебал. Потому что информационный поставки, то есть дали, что все это таблетки, и ручки потерять. Ну, остальные там могут как-то писать, но не так воздействует на сознание людей. Вы слышали? Первое, эксклюзивный кусок этих сливов. Это то, как за 4 года до смерти Павла Шеремета обсуждается и дается задача, как Шеремет должен убить. Как он достал Лукашенко и что его надо взорвать. И не просто взорвать, а взорвать показательно, чтобы всем, условно говоря, была наука. У нас год назад министр МВД позвал президента Зеленского на супер-пупер раскрытое дело. Тогда это для всей страны произвело шок. Обвинили 4 патриотов,
которые сформировали группу убийц и взорвали Павла Шеремета. Но идет время, а доказательства все в суде рассыпались. Обвинения предъявить не могут. Прошел год, сидят, судя по всему, невинные люди. Зеленский подставлен и опозорен с тем, что он приперся туда в суд, где выступала МВД. И сидят невиновные. Я думаю, что все печально. Идем дальше. Это самое, вот смотрите, интересный есть момент, но там он как, я не могу сказать, не поговорил с людьми еще, что вот решен вопрос. Но есть витебский интересный профессор, который занимается именно, преподает токсикологию, и очень серьезно вот, знает и как все, как искусственные яды, как естественные. Плюс они, то есть... Дальше они начали обсуждать, что в Витебске есть профессора, которые очень сильно разбираются в ядах, но им не дают работать. Они хотят еще лечить людей, заниматься бизнесом, но там просто, где эта вся наука, там и яды, и им не дают. И в итоге там дают задачу, ни под каким КГБ тебе дадут ксивы следователя милиции, и ты там вроде как расследуешь какое-то убийство, отравление, и давай вербуй. Открываем им лабораторию, они могут делать бизнесы, но яды будут рассчитывать в связи с ростом и весом человека. В общем, они себе, пока Путин делает новичок, и у него работают серьезные лаборатории, эти добывают яды кустарным способом. Просто обычные яды. Вот. После этого этот, который рвет на себе тельняшки и хочет возглавлять эту группу убийц, он говорит: а что же делать с финансированием? Вот у меня есть классная идея. У нас там сидит большая куча бизнесменов. Им осталось сидеть недолго, но у них есть много денег. Давайте мы с них возьмем денег и выпустим их досрочно там на подписке какой-то. На что КГБшник, главный этот, ему говорит: не, давай туда не лезть, это хлеб ментов. Еще скажут, что мы начинаем доить их бизнесменов. Это они их доят, пусть их доят. У нас есть свой фонд. И вот сейчас вы услышите о фонде диктатора, который выделяет $1,5 миллиона. Но брать оттуда деньги можно только после того, как кого-то убили. И покрывать расходы с запасом. Нет, вопросов нет. Я так просто как предложил, что деньги, они есть, но нам надо создать прецедент, образно говоря, что ты видно результат, потом нам это деньги надо. Сейчас, говорит, дайте мне куда, не поедем сюда, мы потратим какую-то сумму денег, мы не столько распилим. И вместо что вы распилили. Мало того, что вы обещаете, так вы еще деньги распилили, или что-то не происходит. Надо сначала сделать результат, а потом, я вам это говорю, что фонд по другим источникам, по другим каналам, более $1,5 миллиона он лежит на спецсчете, который написали президенту, что это положить по вашему личному распоряжению, использовать его. Можно и сейчас написать президенту, да? Но я опять-таки не хочу, чтобы мы попали в эту засаду. все ясно. Так давайте резонансное что-то такое и внутри вот этого вот, внутри сейчас, чтобы не принять. Все ясно, мы к этому все еще. Да, людей курсы, что сработали там по этой трассе. Не смело там, потому что влетели там с этими номерами, погасили. Не моя там стихия
разбойными. Вот если попали. Хотя попадаться, конечно, не должны, и при каких обстоятельствах. $1,5 миллиона есть. Специальный фонд для убийств политических оппонентов. У меня к вам вопрос, белорус. Дальше слышали, он говорит о том, что кого-то то ли постреляли, то ли убили на трассе, и как-то нечаянно спалились с номерами, мы все замяли, все скрыли, но попадаться не надо. Надо убивать так, чтобы следов не было. Понятно, все отмажем, все прикроем. Это чистый случай с Романом Бондаренко, когда попались, прикрыли, в итоге врач сидит. А я тогда оговорился, а Басков пьет шампанское на Новый год, потому что убийцы вместе пьют шампанское. Это ж одна банда. И сносить и сажать Беларусь будет всю банду. Что это за случай, что они обсуждают? Получается, это буквально там год-два, значит, где-то 2010 год. Кого-то на трассе расстреляли, какие-то номера засветили, и был скандал, но все замяли, все поснимали. Напишите, я потом в интернете, мне интересно посмотреть, что это за случай у вас из-за очередное убийство, которое списали на разбойное нападение криминальное. Юра, я буду ему говорить, что нужно получить, только чтобы добро дал или командир, потому что нужно будет там какой-то тротил, пластик, там, детонатор. А дальше они формируют группу, еще туда добавляют суперспециалиста по автомобилям, который бы мог сделать с автомобилем так, чтобы любой оппозиционер улетел в кювет, и никогда ни одно следствие ничего не могло доказать. То есть банду они сформировывают, дальше они обсуждают, можно ли привлекать проституток к слежке, и очень подробно обсуждают, какая может работать, какая не может, сколько ей надо давать информации, какую ей легенду присваивать, зачем она тут в подъезде занимается сексом, чтобы следить за квартирой. И финиш самый четкий, чтобы понять всю эту банду, которая правит нашими странами, только на примере Лукашенко. Вы даете, любую, так сказать, ликвидацию, но она должна быть настолько естественна, что потом не захотел знать, сколько он должен заниматься. Потому что хочет его взять пистолет, который стоит, чтобы спину. То есть потом он зайдет в политический контроль. Конечно, писали, какие-то неизвестные, налетели там без дороги, ну пусть не успешно. Главное, чтобы всегда оставаться неизвестным. Ну это ясно. Главное, чтобы всегда оставаться неизвестными. Но как мы видим, 21 век, век технологий, начинает эту мафию наконец-то бороть. Единственное, от того количества знаний, что мы узнаем, становится не по себе, какой же пипец происходит там наверху, где они просто ради власти и денег, как обычные бандюганы, убивают людей. Это печально. И то, что сказал Караваев буквально 2 недели назад, я не обсуждал эту прослушку, я сейчас кусочек ставлю. Они живут по этим законам, как последние шакалы. Я не буду обсуждать, я вам просто ставлю, как он выступал неделю назад. Бывший глава МВД, который был 2 месяца назад еще главой МВД и разгонял жесточайшие протесты. Этот быдлоган страну хотел раскачать. На покосившихся заборах, там стройках каких-то предрайисполкомов и сельсоветов, чуть ли там все 5 рублей украли. Я говорил позавчера в интервью, что он, этот тварь, в России видел во много раз хуже все эти вопросы. Но там он рот свой поганый не открывал, мы с мусорами разберемся. А тут приехал на самую тишайшую
Ниву на самое покорное население, на самых лучших милиционеров в мире и начал мусора там, мы раскачаем эту власть, видя, что ему нет противодействия. Хорошо его хлопнули, жалею только, что поздно. Хотя, опять-таки, вы же в октябре уже мое внимание на это обращали. И мы в комитетах с вами вместе, да? И хорошо, что у всех мудрости хватило хоть когда-то его увидеть и хлопнуть там. Пусть бабит рискует по пределу, по беспределу. Какая тварь опаснее всех. Он опаснее всех этих бабариков, он разрушитель государства. Нет, на него статьи надо придумать и посадить его на долгую, пусть там сидит. Пусть здоров там. Друзья, белорусы, вы не только убираете от кормушки сумасшедшего старика, который живет колхозами и Советским Союзом, вы убираете от власти убийц и преступников. Это не воры, это настоящие преступники, убийцы в Кубе, у которых по локоть руки в крови, которые ни перед чем не остановятся. А когда они отдают телевидение, и господин Придыбайло с Russia Today приезжает и на главном телеканале госпропаганды Республики Беларусь с Озаренком целуются и рассказывают, как митинги сдулись и как тут все прекрасно. Потом он возвращается, герой, в Россию, идет к Соловьеву и, сука, тут идет 812 матов, выдает такие вещи в прямой эфир. Белорусы тупые, конкретно тупые люди, политически безграмотные. Хороших людей больше. Живе Беларусь, слава Украине. Алга Казахстан и Россия без Путина. Всех их надо в тюрьму. Пока.